Добрый день, уважаемые зрители и подписчики. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 29 мая 2026 года. Мы проводим глубокий и детальный разбор одного из самых важных интервью по делу об убийстве Ирины Фарион. Это интервью дал позавчера, 27 мая 2026 года, отец обвиняемого, военнослужащий Вооруженных сил Украины Федор Зинченко, который занимает должность заместителя командира роты в одной из боевых бригад и уже несколько лет находится на передовой, защищая страну. Это не просто эмоциональное высказывание отца, это позиция человека, который рискует жизнью на фронте, и одновременно человека, который столкнулся с тем, что он считает тотальной несправедливостью в тылу. Мы разберем интервью максимально подробно. Перед каждым ключевым блоком я приведу прямые цитаты, вопрос журналистки и фрагмент ответа Федора Зинченко, чтобы вы могли услышать оригинальную речь без купюр и искажений. А после каждой цитаты я дам развернутый фактический комментарий. Итак, о семье и отношении к Ірині Фаріон. Журналістка спросила Федора, чи знали ви до цього Ірину Фаріон, як ставились до неї у родині? Федор Зинченко отвечает: ми в родині не знали, хто така Ірина Фаріон. Ніколи в нашій родині це прізвище не звучало. Я, по-перше, дуже не погоджуюсь, що вона боролася. Особливо методи, якими вона це робила. Вони, м'яко кажучи, на мою думку, суперечать 24 статті Конституції. Обливати брудом людей, які не володіють українською мовою. Так українська мова не розповсюджується. Ми в родині спілкуємося російською мовою. Федор Зинченко абсолютно четко заявил, друзья, что до ареста сына имя Ирины Фарион в их семье никогда не упоминалось. Только после трагических событий он изучил ее выступления. Его критика касается именно методов, а не самой идеи продвижения украинского языка. Он видит в них нарушение конституционного запрета на дискриминацию. Статья 24 Конституции Украины. Как человек с педагогическим образованием, то же самое касается и его супруги. Он считает, что унижение и агрессивная риторика не способствуют распространению языка, а наоборот, вызывают отторжение. Это важный момент для дела. Если в семье не было никакой личной неприязни к Фарион, то версия следствия об идеологическом мотиве и личной ненависти 18-летнего студента выглядит крайне искусственно. С юридической точки зрения отсутствие мотива – это один из ключевых факторов, который защита обязана использовать в прениях и апелляции. Об ідеалах і попраних цінностях. Журналістка, якою ви бачите Україну, за яку ви воюєте? Як змінилося ваше життя з затриманням сина? Федор відповідає: ті ідеали, ради яких йшов військкомат, скажімо так, вони попрані. Я бачу Україну, по-перше, рівних людей, де, не дивлячись ні на мовні признаки, ні на національні, ні на майнові, де всі мають рівні можливості, рівно перед законом. Я побачив, що геть не працює Конституція, геть не працює закон. Людину просто, поліцейські просто творять безчинство.
Это, пожалуй, самая тяжелая и эмоциональная часть интервью. Человек, который пошел в военкомат добровольно, вдохновленный сыном-патриотом, теперь заявляет, что его вера в справедливое государство попрана. Он хотел видеть страну равных возможностей, где закон работает одинаково для всех. Вместо этого он получает давление на семью, поспешное заявление высокопоставленных чиновников МВД еще до решения суда и, по его мнению, фабрикацию дела. С точки зрения юриста, такие заявления фронтовика имеют огромное значение. Они поднимают вопрос о доверии к правоохранительной системе во время войны. Если даже защитник Украины публично говорит о растоптанной Конституции, это сигнал, который нельзя игнорировать. Его слова усиливают позицию защиты о возможном предвзятом подходе следствия под общественным и политическим давлением. Теперь о доказательствах и идентификации личности. Журналистка спрашивала о видео с человеком в шляпе и очках и о том, мог ли это быть сын Федора. Федор отвечает: хлопець, який сидів під під'їздом Фаріон, якого нам всі показують на відео, це не В'ячеслав. У того, хто сидить, в нього такі гострі, худі плечі. І Славка йде, у нього розвинені дельтавідні грудні м'язи, трапецієвідні. Це, зовсім різні люди. Коли я подивився на фото, відео, я просто зайвий раз впевнився, що це не він. Федор Зинченко, который лично тренировал сына и имел опыт работы тренером по физической подготовке футболистов, дает профессиональную оценку. Разница в телосложении. Развитые дельтовидные грудные мышцы, крепкая шея у Вячеслава против худых, острых плеч у человека в панамке и очках – это не субъективное мнение, это очевидный факт. Кроме того, он критикует ключевые экспертизы. Портретную экспертизу проводил специалист из Житомира, хотя во Львове есть 8-9 лицензированных экспертов, которые отказались работать с материалами низкого качества. Лицо закрыто шляпой и очками. Адерологическая экспертиза по запаху и полиграф названы им субъективными, где результат во многом зависит от человеческого фактора. С юридической точки зрения это открывает широкие возможности для оспаривания доказательств в суде высших инстанций. Далее разговор зашел о пребывании Вячеслава во Львове и маскировке. Журналистка спрашивает: что же Вячеслав, ваш сын, делал во Львове? Это вопрос, который интересует многих. Федор Зинченко отвечает: він же у Львові закінчував курси оператора БПЛА. Так, він зняв 3 квартири, але не одночасно, а послідовно. То що це за маскування, коли людина приходить, називає себе власним ім'ям, надає свій паспорт, платить зі своєї картки, надає свій власний телефон. Він хотів йти воювати. Отец разъясняет, пребывание сына во Львове вполне рациональны. Курсы операторов БПЛА, есть сертификат подготовки к службе в армии, смена квартир – это типичная ситуация для временного пребывания в большом городе с проблемным рынком аренды. Никакой конспирации. Везде реальные данные. Паспорт, банковская карта, телефон. Посылка на новой почте – это обычная практика для путешественников. Эта версия полностью разрушает образ хладнокровного конспиратора. Если человек везде светится своим настоящим именем и не скрывается
после преступления, это сильно ослабляет позицию обвинения. Далее о давлении, признании и психологическом состоянии сына. Журналистка спрашивала о том, как же сын же признался в камере и в СИЗО о том, что он убил из личної неприязні. Федор Зінченко говорить, він сказав, що його просто пресували в камері і не давали спати, щоб він сказав, що так, я вбив. Знаєте, якщо зі мною щось станеться, я себе не вбивав. Мене можна зламати, але не вбити. Это из записки, которую сын передал отцу из СИЗО. Отец описывает классическую картину давления. Бессонные ночи, угрозы, подсадных сокамерников. Записка сына, переданная адвокатом, это важный документ, который должен быть тщательно исследован судом. Если признание получено с нарушением процессуальных норм статьи КПК Украины о добровольности показаний, оно не может быть положено в основу обвинения. 18-летний юноша, которого вытащили из постели и везли через всю страну, находился в состоянии сильного стресса. Это тоже фактор, который защита обязана использовать. О мотиве, выгоде и версии подставы. «Кому это выгодно?» – спрашивает журналистка. Федор Зінченко отвечает, «Я не знаю, чого цей щасливий квиток витягнув мій син. Може, він просто візуально на когось схожий. У мене тільки одне пояснення. Опинився не в тому місці, не в той час. Шукайте того, кому вигідно. Ну, і яка вигода Славки? 18 років отримати довічне ув'язнення». Федор не называет конкретного заказчика, но указывает на возможный политический мотив – стравить русскоязычных и украиноязычных граждан во время войны. Для самого Вячеслава в этой истории нет никакой выгоды, только риск пожизненного заключения. Логика отца проста и убедительна. Если нет оружия, нет мотива, нет надежных прямых доказательств, дело висит на косвенных данных, которые легко оспорить. Теперь вопрос об отношении к дочери Фарион и поведении сына в суде. Журналистка спросила, сочувствует ли Федор Софии особе и почему сын показав їй язик. Федор Зінченко відповідає, яке в мене має бути співчуття до людини, яка моєму сину каже, ми доб'ємося того, що ти здохнеш в тюрмі. Він показав язика, щоб вона пересвідчилась, що він його не проковтнув. Отец объясняет поведение сына в суде сильнейшим психологическим прессингом, который тот пережил после угроз и слов о смерти в тюрьме от дочери потерпевшей. Нормальной реакции на сочувствие ждать сложно. Это человеческая реакция, а не доказательство вины. Итак, друзья, Федор Зінченко убежден, что его сын стал жертвой ошибки или сознательной подставы. Нет орудия убийства, нет убедительного мотива. Экспертизы вызывают серьезные вопросы, а давление на защиту продолжается. При этом до ареста Вячеслав имел патриотическую позицию, готовился воевать и даже некоторое время возглавлял молодежное крыло правого сектора в Днепре. Как юрист я вижу в этом деле множество серьезных процессуальных нарушений и слабых мест обвинения, которые обязательно должны быть проверены в апелляционном суде и при необходимости в Европейском суде по правам человека. А в первой инстанции, все вот эти
доказательства, так называемые, которые можно поставить под обоснованное сомнение, не могут быть положены в основу обвинительного приговора. Пишите, пожалуйста, в комментариях честно, чья версия вам кажется более убедительной. Официальная позиция следствия или аргументы отца-фронтовика. Считаете ли вы доказательства достаточными для пожизненного приговора 18-летнему юноше? Готовы ли вы поддерживать объективное и прозрачное правосудие даже в самых эмоциональных и резонансных делах? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления, донатьте. Я буду продолжать внимательно и объективно следить за развитием этого дела до самого финала. Правосудие должно быть равным для всех граждан, независимо от общественного мнения и политической конъюнктуры. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!